У нас на огромных просторах осталось 142 миллиона. Это 2% населения всей планеты, а на нашей территории сосредоточено примерно треть главных стратегических ресурсов. Детей 8 лет в 2 раза меньше, чем 18. Из этих 142 2 миллиона детей не пошли в первый класс и болтаются, не учатся. 5 миллионов безработных, 6 наркоманов, 13 инвалидов, их число удвоилось, и 39 пенсионеров. Всего 25 миллионов тех, кто работает в реальном производстве. Износ машин и оборудования превысил 20 лет, и примерно 40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи. Если взять доходы населения, 80% граждан живут на 5, 7, 10, 15, максимум 17 тысяч рублей. Заплатите коммуналку и другие тарифы, и вы увидите, что у вас полуголодное, полунищее существование. Такой состав граждан не в состоянии реализовывать серьезные программы. Недавно мы с вами с восторгом вспоминали 50-летие полета Гагарина, но хочу напомнить, что наш прорыв в космос вызвал шок в тех же США. Они к нам прислали огромную комиссию, которая подготовила 2000-й доклад, огромный доклад. Там была любопытная глава «Что знает Иван и чего не знает Джонни». После этого они вложили в образование в 10 раз больше, чем вкладывали. В то время, Владимир Владимирович, когда у вас сидел Фурсенко, докладывая о законе образования, Обама выступал в Конгрессе с бюджетным посланием на 2012 год и особо подчеркнул главное внимание государства к образованию, медицине, особенно точным наукам, назвал математику, физику, ряд других дисциплин. Господин Фурсенко к вам привез стандарт, который возник в странной голове, где не было государственного языка русского, где не было математики, физики, биологии. На стыке этих наук все последние 50 лет сделаны главные открытия, и даже не было литературы отечественной истории. Там, да, физкультура, она мне тоже нравится. Видимо, раб должен быть здоровый. Там есть ОБЖ, ты должен сам отбиваться в подъезде. И там есть новый предмет, и Россия в современном мире. Этого предмета пока нет, но напишут, кого ты должен уважать и чей язык обязательно знать. На мой взгляд, это просто издевательство над образованием. Но мне очень было интересно, откуда возникли эти идеи, хотя лучшие педагоги и родители не назвали в качестве основных ни одного предмета, который вам принес господин Фурсенко. Вот доклад «Всемирный банк», только для посвященных, 22 ноября 1994 года. Вот это доклад, который лежит в столе Фурсенко, и который он 8 лет беспощадно реализует, не сообразуясь ни с вашими установками, ни потребной государства. Здесь открыто написано, надо ликвидировать систему профтехобразования, она почти ликвидирована. Здесь точно сказано, надо закрыть в основном педагогические институты, которые рассадники воспитания. Это продолжается. То же было с детскими садами. Здесь подробно записаны главные цели тех стандартов, которые он преподносит сегодня в стране. Мы в ответ на это безобразие подготовили закон, называется «Образование для всех». Здесь в Думе его обсуждали лучшие ученые и специалисты. И Академия образования подготовила стандарты. Мы убедительно просим вас вынести на заседание правительства с нашим приглашением и обсудить эти принципиальные документы. Потому что образование – это не стандарт, это главная государственная политика, и оно должно быть в 21 веке особого качества. Насчет ВТО вы ответили довольно любопытно, но хочу напомнить всей нашей аудитории. Ведь нам выдвинули 3 очень жестких условия, которых не ставили ни одной стране при вступлении в ВТО. Не поддерживать науку, она и не поддерживается, не поддерживать категорически село и ввести цены на энергоносители мирового уровня. Что касается села, чуть ниже скажу. Но главные условия для того, чтобы развивалось производство, цена на бензин и энергоносители. Мы единственная страна из нефтедобывающих, которая имеет такие цены, и где цена на солярку стала дороже бензина. С такими ценами на солярку и бензин невозможно ни посеять, ни нормально работать, ни организовать ни одно малое и среднее производство. Владимир Владимирович, откройте таблицу и посмотрите.
Какова цена на горючее в нефтедобывающих странах? Просто напомним. Венесуэла меньше рубля, Иран меньше 3, Саудовская Аравия меньше 5. И даже в Америке, которая закупает море нефти, бензин на 2-3 рубля дешевле, чем у нас. На 2 рубля дороже в Норвегии, но там средняя зарплата 155 тысяч рублей, в 10 раз больше, чем зарплата у нас. Поэтому или вы введете определенное регулирование, или все ваши планы абсолютно нереализуемы. Еще добавлю. В той же Саудовской Аравии с каждой тонны 91% идет госдоход. В США 60%, в Норвегии 82%. А у нас около трети. Это означает, что, по сути дела, расходуют главные доходы те же олигархи-упыри, а страна не в состоянии эффективно работать и нормально развиваться. Мы внесли закон о национализации минерально-сырьевой базы. Я считаю, вы неизбежно придете к этому, если собираетесь хотя бы наполовину выполнить те наметки, которые вы сегодня нам представили. Что касается села, господин Кудрин с силовиками вот там сидит, а все, кто просит деньги, у него вот с этой стороны сидит. Для вас официально говорю, официально, единственная страна в мире, которая на село выделяет леса, воды, все выделяет 1,2% в бюджете. Американцы за прошлый год 24, Европа 33, Белоруссия 21. С таким выделением на село средств мы просто разоримся и ничего не сделаем. У нас уже половину продовольствия чужого. Вы неплохо представили некоторые виды техники, но хочу назвать, что пахать можно только на тракторах. У нас 41 миллион гектаров уже выведен из оборота, 93 миллиона гектаров пастбищ не используются. За прошлый год 4 завода России под руководством нашего правительства произвели 7600 тракторов. Из них 6 тысяч собрано из узлов Белоруссии. Мы с Белоруссией должны укреплять так связи. Это машиностроительный цех, мы без нее пропадем просто. В свое время в сутки выпускал 360 тракторов Волгоградский, знаменитый Сталинградский завод. А здесь посмотрите. И сегодня при такой цене на бензин, солярку с таким количеством тракторов, тем более вы вчера воспитывали тех, кто, собственно говоря, даже те не довел до поля, мы никогда не посеем. У нас на треть посеяно меньше в прошлом году. И в этой связи, ставя задачу 90 миллионов тонн, при таком оснащении такой солярки, которая подорожала на 50%, эти задачи не решаем. Теперь несколько промышленных предприятий. Авиация, выполнили в гражданской, выпустили 7 самолетов за прошлый год. 15 заводов в советское время выпускали в год 1500 летательных аппаратов всех типов. Станкостроительные. 180 предприятий сохранили, они еще в состоянии работать, но мафия сейчас на этот холдинг наехала. Вмешайтесь сами, или иначе потеряем последнее станкостроение. Приборостроение. Обращался к президенту. Есть единственный завод у меня на родине в Орле, Артекс, один из лучших, который выпускает регулирующую аппаратуру для холодильников, подводных лодок, атомных станций. И тот задушили. У нас нет больше второго завода. Что касается электроники, это для товарища Иванова. 95% в вашем ГЛОНАССе изделий иностранного производства. Когда нужно, нажмут на кнопку, и ни один спутник ваш работать не будет. В советское время все спутники базировались на нашей технике. И очень попросил бы вас поддержать нашу программу. Мы вам подали на стол, кстати, вот из вашего доклада я почувствовал, не зря мы несколько часов проводим раз в месяц для обсуждения проблем. По крайней мере, хоть появилась там живая канва, связанная с жизнью, с производством, понимаете. Но с вами обсуждали проблему десталинизации. Вы сегодня ушли от ответа на этот вопрос. Те, кто из президентской администрации вытащил эту тему, он не просто рискует, он, по сути дела, сталкивал лбами всю страну и загубит любые реформы. И мы подготовили вам предложение, подготовили специально по контролю за выборами. Если будут такие грязные выборы, как были раньше, то ситуация будет развиваться по североафриканскому сценарию, а не по-другому. Мы надеемся, что вы прислушаетесь к нашим предложениям.
Микрофон на трибуне включите, пожалуйста. Что касается контроля за выборами, мы обстоятельно обсуждали с президентом и с премьер-министром, рассматривая все факты от Дагестана, кончая другими. И он твердо заявил, что поддержит активно наши предложения по улучшению контроля. Я надеюсь, что и «Единая Россия» сделает то же самое.